Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Точка кипения». Я его ведущий Эльмар Гусейнов, историк и журналист. Сегодня у нас в гостях наш лучший друг Максим Шевченко. Спасибо ему за это. Не забывайте подписываться и ставить лайки нашему каналу. Вопрос сегодня мой будет к Максиму первый. Не иметь отношения к текущей политической повестке, а может быть и будет иметь к ней отношение. Максим, какая главная проблема вообще общественно-политическая, социально-экономическая на постсоветском так называемом пространстве? Преодоление для правящей элиты в России и для мировой элиты последствий русской революции, последствий национализации собственности, бывшей, которая, и тех прав, которые были на территории бывшей Российской империи. Имеется в виду не там кулаки-середняки и не мелкотоварное производство, а имеется в виду, что 80 с лишним процентов экономики Российской империи принадлежало иностранному западному капиталу. Британскому, бельгийскому, французскому, немецкому, в меньшей степени американскому, кстати. И если уж Советский Союз исчез, то у тех собственников, которые вложились в его распад, есть вопросы, а где наше имущество? Недавно Олег Дерипаск, один из российских олигархов, в своем телеграм-канале поднял этот вопрос. Мол, надо преодолеть последствия большевистской национализации. И как бы стал прятаться вот за этими кулаками-середняками, мол. Но это Олег Борисович лукавит, поскольку, допустим, возьмем Донбасс. Донбасс, русский Донбасс, нет, он был не русский, он принадлежал в основном акционерному обществу Новороссия, где значительный пакет принадлежал лорду Бальфуру. А вообще там были представители великокняжеской семьи, царской семьи, великие князья. Князь Кочубей, который продал, собственно говоря, Юзу эти земли, и который был почетным там, значит, председателем, получал свою квоту, а остальные это была собственность британской элиты, британской аристократии достаточно высокого уровня. Или Баку, допустим, Ротшильды и Нобели. Да? Поэтому те, кто решил эти проблемы, элиты постсоветской территории, те получили определенный статус в мировом пространстве. Вот, в частности, я считаю, что Азербайджан решил частично, в частности, вот, договором с BP восстановил во многом постепенно права собственников Ротшильдов, там, да, допустим, над азербайджанской нефтью, которые им когда-то принадлежали. А Россия, вот вся проблема современной России связана с этим. Ельцин в 90-е годы начал выплачивать долги по французским военным займам 1913-1914 года. Не только военным, но и вообще огромным займом, который Который отменил Ленин, Да. который по советской власти совершенно не выплачивала никакой Франции. Казалось. И сказала, что это ничто вообще, да, там и так далее. Советская власть платила долги только по тем долгам, которые она сама сделала, вот, в частности по ленд-лизу, например, там, или еще по другим выплачивались. А все остальное, долги царского правительства отказались. А это были не просто долги, это была собственность мировой элиты. Поэтому главная проблема постсоветского пространства для постсоветской элиты, это что те, кто обеспечит возвращение в имущественное владение богатства бывшей Российской империи, Получит пропуск. их хозяевам, да, то есть английским, там, бельгийским и так далее, которые уже переросли и стали давно транснациональными, значит, элитами, да, те получают, как говорится, пропуск в мировое элитное пространство, они и их дети. А те, кто это не обеспечит, хочет урвать себе значительную долю, тот такого пропуска не получает. В этом, на мой взгляд, главная проблема России, которая в какой-то момент российские элиты решили так: если у нас есть ядерная бомба, то нам сам черт не брат, мы ничего можем не возвращать до конца, вот давайте частично как бы вернем там инвестиции западные так называемые, а все-таки остальное оставим себе, там, госкорпорации, Газпром там, и так далее. И то туда вынуждены включать, там, были в Роснефть, там, разных представителей от Запада. Но это не то. Это не то. Процесс-то шел в этом направлении.
И, на мой взгляд, именно поэтому постсоветскую элиту, в частности России, казалось бы, могучее государство, там, ядерное оружие, то есть все, как говорится, на вторых ролях. Никто до конца не принимает туда, да? А какие-нибудь микроскопические там, экономики, по сравнению с российской постсоветское пространство, глядь, и там уже находятся. Это не проблема демократии и свободы. Это имущественная проблема. Я считаю, что это главная проблема постсоветского пространства. А вот ты не считаешь, что вот прибалтийские реституции, которые они провели, обеспечили быстрое принятие, Да, там это вхождение? все сразу вошло в шведские разные банки, Да. шведские, датские, немецкие банки. Фактически косвенно, через это не прямое там, восстановление собственности. Те билетики на вход им Да, раздали. конечно, разумеется, да. И там президентами туда приехали из Канады. В Латвию президентом была гражданка Канады. Значит, там в Таллине тоже, по-моему, американский был президент, значит, там граждане Америки. И так далее, и так далее, и так далее. Вон в Грузии гражданка Франции, урожденная француженка Саломе Зорубишвили возглавляет. Реституция. Реституция это важная вещь. И именно это вот имеется в виду. Дерипаска именно об этом на самом деле говорит. О том, что если мы обеспечим их восстановление, конфликт прекратится. Но поезд ушел. А сейчас Россия пошла еще дальше. Россия сейчас ищет отношения с Китаем. Китай, который на начало 20 века был порабощенной страной, которая по кускам разрывалась на части мировыми империалистическими державами, который был лишен суверенитета и территориальной целостности, у которого отгрызали то Манчжурию, то еще что-то, то там Гонконг, то Харбин, который оккупирован был японцами, французами, русскими, англичанами, там, немцами, да, вот Циндао, допустим, пиво Циндао, это же немцы создали пивной завод Циндао, немецкая колония была. И поэтому никто не воспринимал Китай инвестор, китайские капиталы, ха-ха-ха. Китайцы это кули, которые думают, как бы им чашку риса получить в день. Там. А сейчас Китай это совсем другое, это вторая экономика мира. Могучая, огромная, развивающаяся страна. Со средним классом там, 400 миллионов, задача сделать 600 миллионов средний класс, потребление, внутренний рынок. И вот у России появилась альтернатива. То есть не только вот эти вот потомки акционеров общества Новороссия, якобы русского Донбасса. Проблема в том, что русским, украинским, еврейским, армянским, азербайджанским Донбасс стал только после 18 года. А до этого он был британско-бельгийским. С элементами владения представителей царской семьи и русской аристократии, которые просто присутствовали номинально, чтобы уж совсем не было иностранного такого владения. Мне кажется, это и есть главная проблема. Проблема собственности. Просто большевики решали ее радикально. Нет и все. Это собственность народа, это принадлежит народу и так далее. Главной проблемой большевистской советской национализации были вовсе не отношения с крестьянами, а отношения с теми мировыми элитами, которые вложили деньги в Российскую империю и которые этих денег лишились в 17-18 году. Да. После 91 года бывшие партийные работники типа Ельцина, бывшие сотрудники КГБ там, и так далее, типа там Путина или Гидара Алиевича, который был и Алиева, и КГБ, и партия, да, эти вопросы стали решать по-своему как-то, да. Но да, сегодня мало кто помнит, что знаменитый экономически мощный российский подъем конца 19-го, начала 20 века, он был оплачен фактически вот этими займами, в основном французским золотом. 20 миллиардов золотых франков. Откуда у России взялся огромный главным инвестором, запас. главным финансовым партнером были бельгийцы на самом деле. Не французы сами по себе. Французы тоже заходили, да. Но французы на фоне войны, вот, допустим, заходили очень сильно в Первой мировой. Та же самое акционерное общество Новороссия, его французы должны были купить в 16 году, об этом велись переговоры, просто они не успели завершиться. Почему именно французы высаживались в Одессе и финансировали Белую армию? Да, это был район их экономических Конечно, интересов. Да. не из политических соображений, а экономика, политика это разные вещи. Не разные, а в смысле равные, я хотел сказать, оговорился, равные вещи в данном случае. Вот это главная проблема постсоветского элитного
сообщества. Как ты думаешь, что может быть выбрано в качестве пути решения этой проблемы? Или она после разворота к Китаю вообще сейчас пока Российская нерешаема? элита пытается выиграть себе место, потому что мировое пространство элитное – это пространство криминала. А в криминале у тебя как? Если ты хороший и добрый, тебя все имеют. А если ты, как сказал Путин, с волками жить по волчьи выть, он именно это и имел в виду. Если у тебя атомное оружие, если у тебя армия, если ты там готов воевать, проливать кровь, с тобой так или иначе либо тебя ломают и тебя громят, да? Как разгромили гитлеровскую Германию, Третий Рейх. Плохое сравнение, ну ладно. Почему плохое? Это была попытка занять свое место. Германия вставала с колен и пыталась объединить себя, создать, как бы вернуть то, что разрушено было Версалем и разными соглашениями. Но они далеко слишком зашли в этом своем Ну, стремлении. это другой вопрос. Зашли они далеко или близко, оправдать их нельзя, но можно объяснить, что происходило. Они просто проиграли. А до поражения в войне Гитлеру какие были претензии у западных держав? Наоборот, они его поддерживали. Они считали, серьезная группа западных элит считали, что Гитлер это приносит, как говорится, серьезный баланс в европейское Но они пространство. ошиблись. Они ошиблись. Ошибся Гитлер. Ошибся Гитлер. Они в итоге поимели всю Европу и всю Германию. Англичане в войне выиграли. Относительно того, что они получили, потеряли не очень много народу там и так далее, но получили-то они гораздо больше, а американцы еще больше. Но не в этом дело. Вернемся к России. Та же самая ставка на силу. Если удастся отстоять свое, вот, не проиграть в Украине, сохранить ядерное оружие, то рано или поздно будут считаться, скажут, да, ты крутой, с вами надо считаться. И сядут за стол И тогда переговоров. обойдутся без национализации. И Ну, я думаю, просто доли будут меньше. Ренационализация. Ренационализация. Очередная национализация. Просто если сейчас, вот Запад претендовал в 91 году, когда рухнул СССР, который для Запада был реальностью, которого Запад считался, Сталин там и так далее. Тут пришли какой-то кандидат в члены Политбюро, который полупьяный ходит, понимаете. Потом полковник КГБ, который был советником Чубайса. Это кто такие для них? Никто. Они с ними, естественно, говорили вот так свысока, растопырив пальцы. Потому что, ребята, говорят, вы отказались сами от советской мощи, от советского наследия. Вы сами это все ликвидировали. Поэтому кто вы? Давайте, возвращайте все, а в обмен на это мы вам разрешим там, быть членами двадцатки, там, десятки, семерки, восьмерки, ну и так далее. Кто-то стал возвращать, там, Украина, например, понимаешь? Вот, допустим, группа Рената Ахметова, Донецкая, она, я считаю, это частичная реституция. Потому что она стала европейской. Европейских партнеров, если вы посмотрите, кто инвестировал в эту донецкую группу, вы увидите, что, возможно, это те, кто связан был со старыми владельцами акционерного общества Новороссия. Не исключаю такую возможность, даже она более чем вероятна. Потому что в обмен на это донецкие вошли как бы в европейское пространство. Там, свободно там себя вполне чувствовали. Никаких претензий к ним почему-то не было по криминальному происхождению их первоначального капитала, бизнеса и так далее. В то время как из России каждого там за шкирман и как бы откуда у тебя там бабки, откуда у тебя дом там в Марбелье там, или на Лазурном берегу. То есть ты должен давать взятки. Глобальная коррупция на уровне правящих мировых элит. А здесь другая тема. Ядерное оружие – это великий соблазн. Страну с ядерным оружием, нам доказывает это Северная Корея и ряд других стран, никто не может тронуть. Никто тронуть не может. Этим объясняется, в частности, все эти твиты Медведева, все эти заявления про ядерное оружие, которые звучали из России в начале СВО, весной прошлого года. Напоминание Западу, у нас есть ядерное оружие. Помните, когда вы сейчас формируете помощь Украине, политику. Неужели они думают, что Западу об этом надо напоминать? Что Конечно. на Западе существуют Всегда, люди, всегда которые во об этом время забывают. криминальных переговоров, а мировая политика это чисто криминальное отношение, просто как бы в костюмах респектабельных, там где нормальная братва собирается на стрелке и как бы трет на этих стрелках там, по понятиям, здесь как бы прикрывается там, не знаю, международными саммитами, нет никакого международного права. Есть только право сильного. Победитель формирует международное право. Нет никакой международной этики.
Вот в человеческих отношениях можем сослаться там на Канта. Немножко такой нигилизм у тебя. Какой нигилизм? По этому Это просто поводу. трезвый взгляд на вещи. Победитель диктует правилу мира. Победитель диктует. Вот победил Советский Союз, Польша стала советской. Проиграл Советский Союз, Польша стала антисоветской. Победил Советский Союз, возникла Германская Демократическая Республика. Стал Горбачев проигрывать, ГДР просто была сожрана за 2 дня в нарушении Хельсинских соглашений о нерушимости европейских границ, которые именно гарантировали безопасность Германской Демократической Республики, в нарушении всего остального, границ Югославии. Эти Хельсинские соглашения 1975 года, которые с такой помпой там Вилли Брандт подписывал, Брежнев подписывал, кто там в 1975 году? Форд, по-моему, да, не Никсон, а Форд был, все там, ну просто мир пришел в Европу, гарантия, все, разрядка, разоружение. Господи, да эти Хельсинскими соглашениями даже задницу не подтерли, когда разрушали Югославию или ГДР уничтожали, когда разрушали Советский Союз. Какая нерушимость границ, кого это волновало? Где надо, там границы и проводятся. В мировой политике только сила определяет. Этики там просто нету. Все попытки внести этику, кстати, исходили от российского царя Николая II. Именно вот Гаага, мы сегодня знаем, Гаагский суд. Именно Николай II предложил еще до Первой мировой войны, понимая, что Россия не может на равных конкурировать с западными державами, там, с Германией военными на поле боя. Ну и в целом, говорят, человек был такой и незлобивый. Он, хотя 9 января вполне расстрелял, но неважно. Он предложил там международную систему регулирования отношений, систему военных преступлений наказания. Николай II предлагал это. Вот Гаагскую эту систему, ее инициатором был русский царь Николай II. Кого это нахрен волновало? Вообще никого. Когда надо, победители делают все, что угодно. Проводят там суды, трибуналы. А если ты не победил, и тот, против кого ты хотел провести трибунал, отстоял свое право быть начальником на своей территории, то к нему приходят и говорят: да, ты крутой. Ты Максим, можешь контролировать словах, этот район Манхэттена, там, Бруклин, продавать здесь словах есть наркоту и логика. торговать девками. Есть логика, но по этой логике... Вот Асад возьмем. Асад в 2012 году в мировой информационной системе западной не было черней имени, чем Асад. И тиран, и деспот, и людоед, и мясник, и палач. И, в общем, Асад — это символ зла. Как такого человека земля носит, как Асад? Но вот Асад побеждает в гражданской войне при поддержке Ирана, Хизбаллы и немножко России. Ты думаешь, что гражданская война уже определила там победителя? Ну, по крайней мере, с Асадом уже встречаются эмиры ОАЭ, уже Саудовская Аравия, которая была одним из главных Но спонсоров он же оппозиции. не один, не сам победил. Там Какая воюют разница? иранцы, там Он уже не воюют людоед, наши россияне. он уже не людоед, он уже не исчадие зла, он уже не демон, вырвавшийся из преисподней. И тогда он таким не был, потому что я с Асадом лично несколько раз встречался. Это был еще до начала войны, это был самый либеральный правитель Ближнего Востока. Учившийся в Лондоне, жена из Лондона, леди Асма, значит, там и так далее. В общем, и там министр финансов, я помню, делал интервью, это такой англичанин тоже, который там все там в Дамаске нельзя было в гостиницу попасть, и одни американцы, У англичане большевиков сидели. тоже были Чечерин, Луначарский. Вообще это разные вещи. К большевизму это не имело никакого отношения. Не в этом Асад дело. создавал открытое либеральное государство. Возможно, это было его ошибкой. Ближний Восток любит силу, а не вот эту вот открытость миру. И поэтому, ну, вернемся в 2023 год. Асад уже не исчадие, не тиран, не зло, не военный преступник. Его не надо тащить в Гаагу. Он, оказывается, респектабельный президент, с которым встречаются главные инвесторы и финансовые мешки Ближнего Востока. Завтра Саудовская Аравия, а послезавтра еще Египет, полковник Сиси с ним встретится. Все, признание есть. Арабский мир консолидирован. Асад остался во главе Сирии. А не какие-то там, мы даже не помним, кого там американцы, какой-то Координационный совет оппозиции. Кто эти люди? Где они? Их нету. Проигравших не любит история. Асад победил, он легитимный. Вот и все. Победил бы Каддафи, сейчас бы с Каддафи, с Каддафи обнимались. победил бы Второй мировой Гитлер, думаешь, Да, всё было бы в конечно, порядке? разумеется. С Нет, значит в порядке. С концлагерями. Ты ничего просто не знал бы про концлагеря. Какой-нибудь немецкий Солженицын написал так бы не про них бывает.
Так не Нет, бывает. именно так и бывает. Чтобы сжечь 6 миллионов евреев, и чтобы никто не В узнал. 1944 году, в 1943, ты не поверишь, об этом никто не знал. Ну, может быть, в Германии никто не знал, или в Советском Союзе. Ну, как это, чтобы не знали? Нет. В Англии никто об этом не знал. Ты знаешь, я в хотел- Америке никто об этом не знал. Знаешь, о чем об хотел? этом стали узнавать только когда эти лагеря стали освобождать. А до этого, когда вот Советский Союз, правда, всегда знал. Вот, допустим, Сабину Шпильрейн, возлюбленную, значит, Юнга, знаменитую, да? Фильм даже снят, «Опасный метод», там, про их отношения. Ну, Юнга надо напомнить. Да, вот нашим Сабину зрителям, Николаевну психоаналитика Шпильрейн, знаменитая. Шпильрейн, ее дочь расстреляли нацисты в Змеиной Балке в Ростове. Чудовищные преступления были совершены на территории Советского Союза. Расстрелы советских евреев, которые не смогли эвакуироваться, не успели по той или иной причине. Ты не поверишь, Бабий Яр не воспринимался. Советское правительство заявляло об этом. Бабий Яр не воспринимался западными державами. До конца войны примерно. Хотя об этом заявлял Молотов, доклад Молотова был. Почему? Они говорили, это специально большевики делают, чтобы Катынь не обсуждать. Что типа замолчать там проблему Катыни, расстрела поляков. Да, там ничего такого особенного нету. Ну да, немцы антисемиты, нацисты. Там, но так, чтобы расстреливать прямо всех. Поэтому, да, победил бы Гитлер и был бы другой мир. Максим, И другое право, и ты бы изучал в школе, что там Сталин это исчадие зла, был бы процесс над советскими, там, или там, не знаю, что западная плутократия там, привела мир к катастрофе, к войне и тому подобные вещи. И более того, американцы признали бы победу Гитлера, поверь бы, и высадились бы, но я не исключаю, что в интересах Германии. Здесь я с тобой, я не имею такого обыкновения, но здесь я с тобой не соглашусь. Думаю, хорошо. что американцы... То есть, когда в Америке проводился съезд, нацистский, 100-тысячный съезд в 1938 году или там Это 30 было, каком-то, было. да, то Было, как было. бы Мосли в Англии. это совсем не... Нет, Мосли это маргинал. А вот король Англии, который носил нацистский Не значок и маргинал, поднимал... он дворянин британский. Да, а король это даже не дворянин, а это король. Это голубая кровь. Он был нацистом. Ну, он разделял, да. Но тем не менее... Есть они фотография, где юная принцесса Елизавета, будучи королева, стоит с нацистским приветствием. Да, но они сместили своего короля и довели войну до конца. Тем Да, не менее. победила другая группа элит. Ну, вернемся к этому. Поэтому, да, международное право это такое, право силы. Я знаю, что Поэтому с хотел. волками жить получше выть. В этом... Знаешь, что хотел вспомнить? Это логика, так устроена мировая политика. Этики там нет. Я когда работал в Париже и был еще молодым и любопытным журналистом, я познакомился с интересной, скажу так, ассоциацией. Это была ассоциация держателей русских ценных бумаг. То есть всего того, что до 17 года успели распродать там наши. И вот прошло с того момента 80 лет, ассоциация этих держателей бумаг существовала. Вела довольно безбедное существование, там был председатель, там был какой-то аппарат. И они через 90 лет, после безнадежных многих обращений к советскому правительству, обращались тогда к российскому правительству, предъявляя эти бумаги на 20 миллиардов франков. И была договоренность о том, что да, российское правительство рассмотрит, Касьянов этим занимался, вопрос возвращения этих долгов, если не просто будут предъявлены бумажки с неотрезанными купонами, а если будут предъявлены и восстановлены официальные списки держателей этих бумаг. Их, оказывается, этих списков было 3. Один находился в России и один находился во Франции. Нашли только французские. И по этим спискам действительно российское правительство в 90-е годы компенсировало не 20 миллиардов золотых франков, золотых монет. Гораздо больше. 600 миллионов долларов заплатили. И владельцы я думаю, это бумаг официально ты согласились. знаешь. Это официально ты знаешь, что 600 миллионов. Я думаю, гораздо больше. Конечно. Я думаю, что Я говорю только за то, что я писал тогда в своих да, статьях. значительную часть отдали, я думаю, так, что как бы ты не знаешь про эти суммы.
Вот, 600 миллионов это очень маленькие деньги. Я думаю, гораздо больше там отдали деньги. И потом отдали не деньгами, а отдали возможностями, вхождением и так далее, и так далее, и Я так просто далее. к тому, как долго живут обязательства и что такое 90 лет, это ничто вообще для истории. Ну, обязательства, Люди в четвертом поколении получили какие-то деньги деньги. британской элиты вполне как бы актуальны. И что такое 70 лет Я об этом и говорю. для британской элиты? Что этот вопрос Ничто. может всплыть и стоять, и ты прав, наверное. Китайцы, допустим, смотри, с Гонконгом это был прецедент, когда они фактически рассчитались, расстались с миром. Ну, в общем, да, пока это вполне мирное Да, и вхождение. поэтому в Китае, как говорится, никакой прямой войны с Китаем Запада не будет. Будет конкурентная борьба, там экономика. Но в общем и целом с англичанами у китайцев отличные отношения. Да, я Хотя думаю, англичане принесли Китаю много зла, опиумные войны, там, на осаждение опиума, вообще, ну, геноцид китайского народа, который англичане организовывали либо лично, либо руками японцев, которые были инструментом британской политики на Дальнем Востоке. Весь флот Японии был создан там и так далее. Но так или иначе, китайцы разумные, рациональны. Они поняли, бодаться тут не стоит, а надо сделать вот так, мол. А здесь люди-то попроще на постсоветском пространстве. Самым умным, самым сложным оказался Гейдар Алиевич Алиев, который нашел понял, что надо возможность. договариваться с наследниками Ротшильда, так или иначе, прямыми либо косвенными. Ну да. И договорился. Это основа как бы стабильного суверенитета Азербайджана, его вхождения в мировое сообщество. Вообще, я бы не недооценивал, как ты считаешь, я бы не недооценивал такое очень находящееся в тени, но мощное влияние. Мы как-то британцев с их островом считаем чуть ли не второстепенными игроками на международной арене. Но по моим наблюдениям, не только в Закавказье, но и, например, в Центральной Азии, британцы первые по влиянию, по умению войти в экономическую структуру стран. Даже, Нет, смотря где. я имею в виду Казахстан, например. В Казахстане, да, конечно. Причем они не педалируют это свое присутствие. Крупнейшая пара Не территорий пиарят, страны. да. И Казахстан крупнейший. И в назарбаевское время это, значит, Кожегельдин открыл, премьер-министр, который потом бежал в оппозицию, в Лондон, кстати, живет в Лондоне. Значит, вот это вот совместные предприятия, Акижан Кожегельдин, он начал. Да, в Казахстане это Англия играет ключевую роль. В Азербайджане британский капитал и британские элиты играют ключевую роль. А в Армении их практически нет. Это французы и русские. Но там и масштабы экономики Французы, совсем да, другие. американцы, русские. Парадоксально, но с шиитами Ближнего Востока, арабскими и иранскими, у иранцев другие связи, не экономические, а мистические. У британцев с Конечно, иранцами? у британских элит. Британский шотландский обряд, основа английской ложи, он Масоны, уточним, да. спиритуалистический вполне. Возглавляет его, напомню, принц крови, член британской семьи традиционно. И, в общем, у них шиитами всегда шииты Ближнего Востока, это были всегда оплотом проникновения британского влияния в исламский мир. Ну, Мухаммед исламский Али мир- Джинна, например, был шиитом, президент Ну Пакистана. да, да. Хотя исламский Хута мир... был шиитом, казненный суннитом Зияуль-Хаком Да. и так далее. Я просто к тому, что исламский мир в значительно большей степени суннитский, чем шиитский. Это, ну, в высокой степень. Степень тут не играет роли. Потому что в Количестве, Пакистане, в допустим, масштабах, и в элиты объеме. играют роль, это элиты. Если ты посмотришь Персидский залив, допустим, ОАЭ это сунниты, а Катар это уже шииты. А, допустим, Оман это такой вот как бы уже шиитское, такое, ну, ответвление шиизма там, да. Значит, Йемен, война идет гражданская, саудиты это, значит, ваххабиты, то есть сунниты радикальные. В Ираке вроде ну, как... Йемен, он суннитский, хуситы это Нет, что, боевая, но пожалуйста, боевое, какой но суннитский, меньшинство. что ты говоришь? Йемен? Аллах Ансар это примерно половина йеменцев. Он не суннитский. Там есть шиитские, есть суннитские анклавы. Это совершенно разный. Исламский мир древний. Во-первых, Йемен это и был, как говорится, во многом. Допустим, в Ливан шиизм пришел в Хизбаллу не из Ирана, а из Йемена.
Это йеменцы принесли учение, ну так сами ливанцы говорят, шииты. Именно из Йемена они это получили, а не от иранского Я знаю, что предлагаю. духовенства. Интереснейшая тема. Не назову себя, естественно, никем, кроме дилетанта в ней, но ты специалист. Давай сделаем... Нет, я не специалист. Тут надо звать востоковеда, который знает арабским. Я не владею свободно арабским, я об этом говорю со слов других. Есть люди, которые глубоко и профессионально разбираются в этом. Вот, к сожалению, умер Алексей Евсеевич Малашенко. Он бы мог подробно рассказать Да, об Царствие этом. Небесное. Да, но есть многие другие еще специалисты в Институте Востоковедения. Давай я предлагаю, мы позовем специалиста Отлично. и сделаем беседу втроем. Суннизм, да, прекрасная, очень Я прекрасная думаю, тема. слушателей у нас будет очень Разъяснить, немало. поскольку все что-то слышали, но никто точно ничего не Абсолютно, знает. Да. да. А в общем это были серьезные. Персидский залив это традиционно как бы такие места шиитского постоянного присутствия. Там, от радикальных каких-то карматских, Да, сейчас никто не понимает, что Египет сект. когда-то был шиитской страной. Бахрейн шиитская, вполне шиитская, вот, понимаешь ли, территория. Потому что- Более того, Бахрейн это карматы там были, такая радикальная группа, которая все время похитила черный камень Каабы, расколола его и заставила выкупать по кускам. Ну, слава богу, собрали, выкупили. На все воля Всевышнего, как говорят мусульмане, понимаешь? Естественно. Если бы он захотел бы, то и не собрали бы. Вот. Но вернемся к мировой политике. Это криминальная Ты все-таки система, где, да, настаиваю, где все решает право силы, никакой этики международных отношений не существует. Это разводка. Я все-таки Сильный диктует, слабый подчиняется, либо исчезает. предпочитаю, чтобы сила была на стороне светлых людей. Тогда ты должен быть социалистом. Поскольку социализм, Я не исключаю. социализм, вот смотри, классовая Я борьба. уже не смогу быть коммунистом, но Я тебе не социалистом про это исключаю. говорю. Классовая борьба и социализм был как раз попытка введения этики, социальных отношений, вообще этики в международные отношения. На основе там эти борются за общественные отношения и так далее, и так далее, и так Но далее. именно социализм, не коммунизм, не русский это одно и то же большевизм. примерно. Нет, ну зачем? Я тебе говорю сейчас, я тебе Да. говорю вот про вот это. Вот. Коммунизм, там, социализм, это мы, как говорится, одно и то же. Сейчас в данном случае. С этим бы не согласился. Вот, ну, с этим бы все согласились, поскольку это и не коммунизм, но точно Я видел социализм. вблизи европейских социалистов, французских, бельгийских, Это все даже маргиналитет, немецких. это все маргиналитет. Эти люди никогда не были у власти, они сидят просто. Французские социалисты? Не были Ну, у они власти. не были у власти в полной мере. Вот у власти был Сталин, у власти Мао был. Понимаешь, Ты у имеешь в власти... виду диктаторов? А что, помимо диктаторов не может Я быть имею в виду власти? власти. И ты Миттеран, думаешь, у Миттеран Миттерана не не был было у власти, власти? Миттеран был управляющим. Но Миттеран никогда не был полноценным, он никогда не мог провести во Франции реформы, которые бы в полной мере соответствовали там идеям Лассаля, который исповедовал Миттеран, понимаешь, там вот такого социализма как бы реформистского такого типа, да. А коммунисты, вот Фидель у власти, власть принадлежала Фиделю, власть принадлежала Мао, власть принадлежала Сталину. Кстати, у нас опять-таки мало знают о том, что в молодости Миттеран в 40, если не ошибаюсь, 2 году ездил к Петену в Виши и предлагал себя в качестве... Многие социалисты были, допустим, Пьер Лаваль, Я министр говорю сейчас о иностранных Миттеране. дел. Это известный пример. Министр иностранных дел, известный вообще пример. член Народного фронта, по-моему, Лаваль был, да, потом у Виши, потом был казнен как нацистский преступник, как И коллаборационист. во время его президентства или сразу после него была опубликована фотография, где он жмет руку на приеме у Петена, как раз предлагая себя в качестве Да сотрудника. я тебя умоляю, вся история коллаборационизма, история Франции, история переписанная 10 тысяч раз выдуманная. Была попытка после войны, галлийские элиты пытались, и те, кто к ним примкнул, ладно, к Деголю вопросов нет. Он с самого начала возглавил резистанс, освобожденная Франция, и, в общем, это сопротивление, единственный, кто там не подчинился. А вся Франция в объятия Гитлеру побежала, вот этот континентальный союз, антибританский. И эта история, поверь, еще не написана Кроме до конца. масонов, кстати. Кроме масонов. Кроме, потому что, да, Великий Восток не побежал в объятия, как говорится, нацистам, потому что нацисты были антимасонские направленные. Я не знаю, как у них там были с английской ложей, шотландским обрядом. Говорят, там были более фривольные отношения. Но Великий Восток, в общем, либеральный, социалистический Великий Восток, конечно, ими преследовался. Тоже интересно. Поэтому, кстати, членом ФКП, французской коммунистической партии, можно быть масонами, а официально записано, поскольку во время резистанс коммунисты и масоны были в одном сопротивлении
Поэтому, когда ты сегодня французскому коммунисту можешь предъявить, вот Меланшон, он член Великого Востока, он просто выступал в ложе Великого Востока, это официально Я тебе в Париже. скажу, что руководители французского коммунистического сопротивления во время войны были масонами. Да. Они тебе скажут, да, это нормально, поскольку масонская идея Великого Востока, это идея прогрессивная, либеральная, А можно я еще один низкокапиталистическая там, факт и так далее. вспомню, и на этом мы, наверное, будем приближаться к концу сегодняшней беседы. Тебе будет интересно, скорее всего, ты знаешь этот факт. Когда немцы зашли в Париж, они арестовали и захватили архивы всех масонских лож. Ну, не только Великого Востока Франции. А там ничего не было, кроме Великого Востока. Ну, были Были мелкие еще были ложи. очень мелкие, да. Потом, когда они взяли вот эту южную, еще пока не оккупированную в 1942 году, там тоже взяли то, что не успели захватить в Париже в 1940-м. Все это вывезли в Германию. Когда мы заняли Берлин, эти архивы были перевезены сюда. И при мне, я работал в Париже, когда был подписан, опять-таки, вот это был 99-й, по-моему, год, соглашение, Вернули по сюда. которому 12 огромных фур с этими архивами были возвращены. Ну вот это и называется, ты говоришь, главные проблемы. Главные проблемы то, что элиты постсоветского пространства, в первую очередь Российской Федерации, заортачились. И, прикрывшись ядерным щитом, решили выиграть себе пространство по своему желанию, а не потому, как им выделяли бы победители в холодной войне. Холодная война — это не крушение коммунизма. Холодная война — это крушение идей создания суверенной, отдельной от мировой, то есть принадлежащей старым элитам Британии, Бельгии и так далее, экономики, собственного экономического пространства. Это было главным преступлением Советского Союза. Ни Маркс и Энгельс, ни Ленин и ни работа Сталина «Вопросы ленинизма» так волновали британских или американских Ну, видишь, капиталистов. не получилось у Советского А Союза. то, что они создали прецедент национализации, отъема права имущества, которое принадлежит мировой Как элите. ты думаешь, все-таки эта ренационализация будет у нас? Победа для Путина, если Запад пойдет с ним на переговоры. Все, вот когда Запад пойдет на Тогда переговоры, может состояться. да, и тогда признают его право на то, что ты тоже крутой, ты крутой, и ты вот можешь там, условно Интересная говоря. тема, мы ее еще коснемся, мы заложим ее как досье некоторое. А пока спасибо, Максим. Парадоксальный, как всегда, и очень интересный анализ, эрудированный. Будем ждать новых встреч. И спасибо вам, друзья. Еще раз предлагаю подписываться, ставить лайки нашему каналу. Я Эльмар Гусейнов, его ведущий. И сегодня у нас в гостях наш любимый гость Максим До свидания. Шевченко. До свидания.